Здравствуйте! Сегодня у нас необычное видео. Сегодня я не одна. У нас будет гостья. Встречайте, Петра из Словении. Если молодой человек может объяснить, почему он вас любит, вот он так говорил, значит, это не любовь, потому что любовь невозможно объяснить. И вот я тоже никому не могу объяснить, почему я так люблю русский, почему я хотела учить русский, ну, как-то так. Я в школе никогда, никто бы не сказал, что у меня талант к языкам, да, то есть такого никогда не было. Но я как-то по ее выражению лица поняла, что сейчас я что-то не то сказала. Я в это не верю, правда не верю. И я уверена, что изучение любого языка требует усилий. То есть я вот не верю в то, что можно быстро там за 2 недели выучить русский. Вот. Небольшая предыстория. Однажды, как-то осенью, я получила сообщение от зрительницы на YouTube. Она написала о том, что ей нравится мой канал, нравятся мои видео, и что она хотела бы заниматься со мной русским языком. Время от времени я получаю подобные сообщения. Большое спасибо всем, кто их пишет. Но это письмо было необычным. Оно было написано на идеальном, чистейшем русском языке. И сколько лет я уже преподаю, меня до сих пор приятно удивляют такие студенты. И я думаю, что вам всем будет интересно поговорить, познакомиться с Петрой, тем более, что Петра не просто студентка, она еще и преподавательница русского языка как иностранного, то есть моя коллега. Здравствуйте, Петра. Спасибо, что вы пришли ко мне на канал сегодня. Здравствуйте, Мария. Спасибо, что пригласили. Для начала расскажите, пожалуйста, пару слов о себе. Ну, меня зовут Петра, я из Словении. По профессии я учитель славянского языка и преподаватель русского языка как иностранного. Думаю, что всем уже интересно, как вы выучили русский язык так хорошо, как вы пришли к такому уровню. Расскажите немного. Ой, я начала учить русский язык уже в далеком 2010 году. Я учила, но тогда мне было 17 лет, и я училась в школе, в гимназии, в 3 классе, и там у нас была возможность учить русский как третий иностранный язык, но всего лишь 1 год, поэтому я еще записалась на курсы русского языка. Так что, получается, я 1 год учила русский в школе и 2 на курсах, а потом в 2012 я поступила в университет. И там я учила 3 года в бакалавриате. Неправильно, да? Бакалавриате? Так, и потом еще 2 года в магистратуре. И потом, после магистратуры, когда я уже сдала все экзамены, я поехала на стажировку в Москву на 4 месяца. Так что такой был мой путь. То есть в сумме получается 10 лет уже, да? Да, да, Да. уже Ну, 10 лет. да, понятно, что за все 10 лет это все имеет значение, невозможно, да, что-то выбрать, но все-таки вот в какой момент, может быть, вы почувствовали, что вот вы так продвинулись, что вам вот дало какой-то особенный толчок? Есть что-то, можете выделить что-то такое? Ну, я помню, я училась на 2 курсе в университете, и я начала общаться с русскими, то есть с носителями языка. И вначале, наверное, со мной было ужасно разговаривать, потому что, я очень долго строила предложения, там, пыталась вспомнить слова или там смотрела в словарь. Ну, это помогло на самом деле, то есть именно общение с носителями языка, А потому как вы что их нашли? Думаю, сейчас всем тоже интересно, как вы нашли носителей языка в Словении? в Специально интернете искали? нашла. То есть специально искали, да? Специально Ну знакомились? да, мне было интересно пообщаться с русскоговорящими, и я их
нашла в интернете, да. Мгм. Понятно, очень хорошо. И, конечно, всем интересно всегда, что было самым трудным при изучении языка. Именно заговорить, то есть начать говорить. То есть одну так, мне грамматика всегда давалась достаточно легко, поэтому я не могу назвать одну тему Мгм. грамматическую. Вам Но везет. трудно, ну, конечно, есть трудности, да, но ам, самое сложное это было начать говорить, то есть именно заговорить. Мгм. Ну вот Так здесь-то что вам и помогли носители да, языка, да? да. То есть вы сами решили свою проблему, можно сказать, сами решили свою трудность. Очень хорошо. И сейчас вы уже так свободно говорите, преподаете. Есть еще, остались какие-то трудности? С чем-то Ну, боретесь? ну, конечно, ну, на всех уровнях, то есть фонетические, лексические, грамматические, но я уже как-то не особенно переживаю, потому что я понимаю, что могу общаться, и, то есть это не мой родной язык, поэтому я стараюсь, конечно, не делать ошибок, но если вдруг делаю, то уже, Мгм. мне кажется, не страшно, что меня все равно поймут. Мгм. Хорошо. И тогда, другой вопрос. Наоборот, вот за 10 лет были такие моменты, что вот хотелось бросить, да, или, например, вы чувствовали, что никуда не идете, нет какого-то прогресса? Ну, да, но это было позже. То есть вначале прогресс был слишком быстрый и очень хорошо заметный, а потом, да, когда ты уже достигаешь определенного уровня, этот прогресс, ну, останавливается или его незаметно. Поэтому, да, там после, там, сколько, ну, в магистратуре, я помню, был такой момент, что мне казалось, что я застряла и Мгм. что уже все, но потом я поехала в Москву и как-то опять Ага. нашла мотивацию. То есть поездка в Москву, да, помогла Да, да, найти да. мотивацию? Я Здорово. там общалась с другими иностранными студентами, с итальянцами, и когда я слышала, как хорошо они говорят, то есть как хорошо они выучили язык, то есть это меня как-то, ну, как сказать, насторожило, можно так сказать. Ну, Думаю, что, наверное, подстегивала, да, как мотивировала, да, да, подстегивала. потому что я, ну, то есть мой родной язык славянский, поэтому вроде мне легче, чем ним, да, и когда я видела, как хорошо они выучили, я так немножко, ну, стала ревновать. Мгм. Или завидовать, да? Да, Завидовать. завидовать. Да, ну вот, кстати, я, наверное, поэтому и решила пригласить вас на интервью, чтобы другие послушали, как вы говорите, и чтобы, во-первых, поняли, что это возможно, да, и, во-вторых, может быть, это тоже мотивирует других. Да, мне, да, помогло, правда, такое. Отлично. И давайте поговорим сейчас о преподавании именно русского языка. Как вы вообще решили преподавать русский язык как иностранный? Ну, когда я поступала в магистратуру, мне надо было выбрать, на кого я хочу учиться. Либо на преподавателя, либо на переводчика. И я выбрала первый вариант, потому что мне казалось, что мне будет легче найти хорошую работу, если у меня будет педагогическое образование. То есть я никогда не планировала стать преподавателем, или у меня не было такой мечты, но а потом начались появляться какие-то возможности, и я всегда соглашалась, всегда говорила «да» и пробовала, и потом в итоге я поняла, что это очень хорошая работа, что она такая достаточно креативная, и что скучно не бывает. И Это точно. я полюбила свою работу, хотя вначале я, то есть, не хотела стать преподавателем. Это был такой прагматический выбор. Ну, И потому сейчас, что сейчас не жалеете, что нет, не отказались от жалею. перевода? Нет, нет. Да, и кто в Словении учит русский? То есть, насколько мне известно, на сегодняшний день русский язык преподается в 10 начальных школах и 17 средних. И, Мгм. конечно, его учат студенты в университете в Любляне, изучают. Ну и он очень нужен деловым людям, то Мгм. есть бизнесмены, то есть
потому что русский язык для них это ключ как к успеху в бизнесе. У вас Да, именно такие студенты, да, именно бизнесмены? да, Ага. я преподаю на предприятии. Мгм. И какие у вас уровни, кто ваши студенты? У меня А1 и А2. То есть Мгм. у меня опыт небольшой, поэтому, да, у меня вот начальные курсы. Мгм. И очень интересно сравнить вот опыт ваш как студентки и как преподавателя. Вот у вас, как у преподавателя, есть какие-то любимые и нелюбимые темы, и они совпадают вот с тем, что у вас было, когда вы изучали язык? Опыт у меня небольшой, поэтому я еще не знаю. Ну, то Мгм. есть, если хорошо подумать, я думала об этом один раз, и я решила, что моя любимая тема — это, пожалуй, ну, это первые уроки, значит, алфавит и фонетика. А, Почему? Ну, я попробую объяснить, почему. Ну, то есть, вот именно с алфавита и с фонетики, да, студенты начинают открывать для себя какой-то новый мир. То есть ты как будто даешь им в руки билет, и Ага. путешествие начинается. И мне это нравится, потому что я вспоминаю, как мне все вначале было очень интересно. Ну, и я сама очень любила на факультете учить именно фонетику. Ага. Поэтому мне это очень интересно. То есть, в принципе, получается, совпадает опыт. То, что вам нравилось учить, вам теперь нравится преподавать. Да, да. Но, конечно, я понимаю, что мне нельзя там все очень подробно объяснять, что им нужна не теория, а практика, но, в принципе, да, совпадает. Мгм. Хорошо. Вот вы как студент и как преподаватель, да, теперь в комбинации, в сумме, что можете посоветовать нашим зрителям? Какой дать совет по изучению М, языка? Вот кто Ну, хочет прийти к результатам таким же, как у вас? мой совет как студент, окружите себя русским языком, то есть с русской речью, слушайте русскую музыку, читайте русские книги, статьи, смотрите фильмы, сериалы. То есть вам нужно как чаще как быть в контакте с языком. Либо Мгм. слушать его, либо общаться, что угодно. Мне кажется, допустим, что, допустим, вы 5 раз смотрели ваш любимый сериал «Друзья», да, Friends, и, значит, может быть, пришло время посмотреть его на русском. То есть очень легко в русском интернете найти этот сериал, и любой почти сериал с озвучкой, да, русской, и вы сюжет уже знаете, и можете просто обратить внимание на язык, на речь, и Мгм. слушать. Вот Очень хороший совет. я часто так делала и до сих пор это делаю. То есть Мгм. пересматриваю свои любимые сериалы, но уже на русском языке. Для меня это большой плюс, потому что, ну, английский я плохо знаю, и, ну, то есть для меня новый мир открылся и в интернете, да, сейчас Ага. много информации для меня стало доступно, потому что знаю русский. Смотрите, кстати, какая мотивация может быть для других Да, да. студентов также, да? То есть, кстати, вы правы, русский язык, он на самом деле номер 2, да, на втором месте по популярности в интернете, поэтому Мгм. действительно. Так Да, что, если кто-то не знает английский, вот, еще одна да. мотивация учить русский, здорово. Кстати, у вас какие-нибудь были забавные ошибки в русском языке, когда, например, в Москву приехали или как-то при Да, общении с носителями? Какой-нибудь? да. Вспомните. Ну вот, когда я смотрела ваш марафон, там вот эти фразы, да, ну, рада вас видеть, и тебя тоже, или вас Мгм. тоже, да, как отреагировать. Вот я помню, один раз я приехала, то есть в гости, да, тогда своему парню, и его мама говорит мне «Петра с приездом», а я ей в ответ «Вас тоже». И Грамматически правильно отреагировали, да, немножко неуместно. вот я до сих пор не могу это забыть, потому что, да, вас тоже. А так очень много анекдотов насчет
Потому что, ну, я вам один раз, мне кажется, уже говорила, рожа, да, рожа в русском — это некрасивое лицо, рожа в славянском — цветок. И вот дарили молодые люди, или там комментировали: «О, какая у вас красивая рожа», да. Думали, что они делают комплимент цветам или букету. Ну что, спасибо, Петра, спасибо, что пришли сегодня ко мне на канал, и надеюсь, что это мотивирует других студентов заниматься и изучать русский. И вам. Спасибо. Ну все, пока. Пока-пока.